Система из двух драйверов, активное шумоподавление до 49 дБ, функция прозрачности, технология пространственного звука, два микрофона с шумоподавлением на базе АИ, Bluetooth чип версии 5.4, мультипоинт до двух устройств, датчики обнаружения, поддержка фирменного приложения, сенсорное управление, время автономной работы до 42 часов с кейсом и до 10 часов на одном заряде наушников. Обо всем этом, разумеется, можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Xiaomi Redmi Buds 6. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в небольшой белой коробке, разумеется, на ней есть изображение, название и краткая информация о модели. В комплекте мы имеем кейс, наушники, краткое руководство и кабель USB-C для зарядки. Габариты кейса с наушниками вы видите на экране, вес же одного наушника 5 граммов, что очень даже прилично, а вес кейса 33 грамма. Звуковод овальной формы с обыкновенной сеточкой. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, подписаться на телеграм-канал скидок и оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов под любым из роликов. И либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. И вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Помимо этого еще на Новый год разыгрываю iPhone 16. Условия по нему в ролике по ссылке в описании. Обычно участвует мало людей, поэтому советую участвовать. Перейдем к наушникам. В продаже имеется черная, белая и зеленая расцветка данной модели. Дизайн кейса практически такой же, как дизайн кейса у Redmi Buds 5 и у еще некоторых моделей от Redmi. Верх и низ кейса выполнен из матового пластика, а посередине он глянцевый. Материалы неплохие, но сборка не лучшая, так как крышка кейса имеет люфт, а также при сжатии кейса в руке крышка скрипит. Царапины и потертости за время моего использования на нем появились достаточно быстро. Но опять же, я его мучил, потом сын его мучил, и они прям очень давно в использовании. Форма бокса прямоугольная, и в кармане он слегка мешается. Далее на корпусе расположили надпись Redmi, разъем Type-C, выступ для удобного открытия крышки и LED-индикатор в виде полосы, что удобнее, чем обыкновенный индикатор в виде точки. Открыть одной рукой кейс можно, но не сказал бы, что это сделать легко. Крышка в открытом состоянии фиксируется, за что отдельный плюс. Шарнир, к слову, пластиковый. Хлопок при закрытии кейса глухой и приятный. Внутри все оформлено минималистично, есть два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом и надпись Dual Drivers Sound. Наушники в кейсе гуляют, вытряхнуть наушники с закрытой крышкой кейса у меня не вышло, как и с открытой. Извлекать наушники не сказал бы, что прямо удобно, но возможно. Переходим к наушникам. Наушники выполнены из глянцевого пластика с вставками на внешних частях ножек. Дизайн наушников минималистичный и выглядят они неплохо. Посадка комфортная, при длительной носке уши не устают. И наушники в ушах сидят плотно. Лично у меня при правильном подборе амбушюр из ушей они во время активности не выпадали, что радует, и выпирают наушники не сильно. Далее на корпусе расположили по два контакта для зарядки, 4 микрофона в общей сумме, маркировку Left и Right и сенсорные области для управления. Из команд на борту Play, пауза, переключение треков, ответ, сброс вызова, регулировка громкости, вызов голосового ассистента и переключение между режимами шумоподавления. Одиночный этап включается в приложение, настроить тап и возможность есть. Команды же сопровождаются неплохими системными звуками, на тап и наушники откликаются хорошо и быстро. Использовать одновременно все команды можно, что удобно. Далее, наушники оснащены динамическими драйверами на 12,4 мм с титановым покрытием в паре с микропьезоэлектрическими керамическими динамиками на 5,5 мм. Данная модель оснащена технологией активного шумоподавления до 49 дБ с тремя режимами работы. Реализована ANC неплохо, белого шума в наушниках с подключенной этой технологией нет. Глушит ANC посторонние шумы достойно, учитывая категорию. Функция прозрачности также на борту, и она тоже имеет 3 режима работы, такие как обычное усиление голоса и улучшение окружающих звуков. Первые и последние режимы настроены не лучшим образом, так как с этими режимами наушники довольно глухо передают звуки, а вот режим усиления голоса мне понравился. В целом я его использовал в момент разговора с собеседником, не снимая наушники. Плюс за то, что ANC и функция прозрачности могут работать даже с одним наушником. Из полезных функций на борту есть поддержка приложения, в которой находится вкладка с 4 предустановленными эквалайзерами. Настроены они неплохо. Также модель поддерживает технологию пространственного звука, но по большей части от самой функции только название. Это просто еще одна предустановка звучания. Ко всему, звучание с этой якобы технологией хуже, чем звучание с основными 4 предустановленными эквалайзерами. Далее, по одному наушники работают, и переподключение здесь бесшовное. Они автоматически подключаются после открытия крышки кейса с ранее сопряженным устройством, но отмечу один момент. Для сопряжения
сопряжение с новыми устройствами необходимо либо отменить сопряжение с прошлым устройством, либо добавлять наушники сразу через фирменное приложение, а не через вкладку Bluetooth на смартфоне, так как у меня наушники не отображались. Датчики обнаружения в наличии, за что плюс. Ко всему работают они корректно, и можно отключить их в приложении, если в этом есть необходимость. Также из полезного в приложении есть поиск наушников, проверка прилегания, функция автоматического ответа на вызовы и даже полноценный мультипоинт до 2 устройств. Далее, полный цикл зарядки кейса около 2 часов 10 минут, а наушников от кейса в среднем 1 час 5 минут. Отыграла данная пара на 75% громкости по кодеку AAC 6 часов 45 минут, что в целом хороший результат. С кейсом данная пара прослужит около 28 часов. Быстрая зарядка на борту, 5 минут подзарядки наушников в кейсе дают еще 1,5 часа прослушивания музыки в тех же условиях. Далее, водонепроницаемость есть только у наушников по стандарту IP54. Для тестирования окунул их в проточную воду, мой экземпляр никак не пострадал, но вам я не советую намеренно топить эту модель или какую-либо другую с подобной защитой. С другой стороны, у меня лично за 7 лет еще ни одна модель не вышла из строя после подобного теста. Летим дальше. Xiaomi Redmi Buds 6 подключаются к приложению Xiaomi earbuds. И так как у меня китайская версия, необходимо подключить к приложению с регионом Китай. Глобальной версии в продаже я пока не обнаружил. Приложение доступно на русском языке, в нем есть заряд наушников и кейса в процентах, за что плюс. И кроме уже перечисленного мной ранее, в нем можно обновить прошивку. Мне лично обновление уже прилетало, притом не раз. Летим дальше. Bluetooth версии 5.4 из кодеков на борту AAC и SBC. Через одну стену они не отваливались, как и через 2 стены. Задержка на YouTube незаметна, в целом как и в играх. Играть можно, но минимальная задержка абсолютно не является. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны неплохие, голос, разумеется, искажается, да и перегруз есть, но в целом все в пределах нормы, опять же, учитывая стоимость. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы беспроводных наушников Redmi Buds 6 и насколько они хороши сейчас вы слышите. Я бы сказал, что не то чтобы хорошего Redmi не назовут, но для этого и есть линейка у Xiaomi. Xiaomi, кстати, там идет ремонт. Если вы не слышите, как работает болгарка, значит микрофоны неплохие. И в целом не идеальные условия для того, чтобы микрофон отрабатывали. Надо, хотел сказать, про звук и активный шумодав. Он периодически почему-то здесь обрубается. Включать в программе довольно проблематично, если у меня не было смартфона от Xiaomi китайского. Мне кажется, я бы не смог включить, потому что несколько смартфонов делают в программе, периодически пока их нету. Обновила их через минуту, и вот так примерно вас будут слышать собеседники. Микрофоны работают неплохо, но поскольку я разочарован, здесь правда все зависит от цены, потому что я их покупал дорого, а вы, скорее всего, будете видеть уже адекватный ценник, и за адекватный ценник рассматривать их можно. Активный шумодав хороший, на 2 перелета, правда, мне не хватило на 7 часов, заряжались они довольно быстро, но в целом вот так. Звучание. Если говорить о звуке, держа в голове цену, за которую я их приобретал, звучание вообще не впечатляет. Но так как цена на них прям прилично дропнулась, и я думаю, она еще будет падать не раз, то к звуку уже совсем другое отношение. Однозначно оно басхедное, хорошо подойдет для большинства людей. Бас довольно глубокий, середина имеет неплохую проработку, а высокие звучат приятно. Но при этом всем в общей картине звуку не хватает сбалансированности. Также хотелось бы большего объема, запас громкости есть. Лично мне было достаточно 60-75% громкости. Не скажу, что я в восторге от этого звука, но звук здесь не является минусом. Опять же, если брать аналоги от анкеров, наверное, они их ушатают за ту же стоимость, если анкера покупать, но у них будет меньше и хуже функционал. Из минусов есть проблемы с подключением к приложению и смартфоном, и тут, скорее всего, как повезет, так как, к примеру, к смартфону OnePlus 10T через приложение подключились они молниеносно. К минусам отнесу также сборку кейса, ну и, как ни странно, минус за то, что нет кодека высокой четкости. В эту цену есть модели от других брендов, которые поддерживают
поддерживают кодек высокой четкости, за что им отдельный плюс. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Самое забавное, что даже без всяких распродаж они стоят адекватных денег. Советую всегда переводить все в доллары, потому что покупаются электроника в долларах, либо на крайний случай в юане, а потом уже говорить дорого или дешево. За последнее время курс доллара по отношению к многим валютам вырос. Если говорить про рублевый эквивалент, можно просто накидывать спокойно 0,25% стоимости от октября. То есть то, что было 3000, сейчас 4000. Так что по мне за эти деньги в долларах наушники более чем адекватные. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Резюмирую. Беспроводные наушники Xiaomi Redmi Buds 6 неплохой выбор. Рассматривать их можно. Я советую также обратить внимание на модель Anker Soundcore P30i, OnePlus Nord Buds 3 Pro, Realme Buds Air 6. Возможно, из этого вам что-то понравится больше, и что-то из этого может и звучать лучше, притом легко. А если брать шнурки, те же OnePlus или Huawei, то там будет ого-го какая по звуку разница. Но это шнурки. От меня девайсу все-таки да. Спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.